Всем привет! Сегодня будет небольшой DIY. Будем делать мотофару-светильник. Для начала вам нужна будет любая фара каплевидной формы. Я взял фару от мотоцикла Иж. Нам нужно отсоединить ободок со стеклом, чтобы получить доступ к плафону лампы. Откручиваем винт в нижней части и отсоединяем ободок со стеклом. Корпус фары нам пока не понадобится, можем отложить его в сторонку. На внутренней части плафона есть пластиковый колпачок. Снимаем его, он нам больше не понадобится. Также на внутренней стороне фары есть специальные крепления, которые удерживают отражатели. Их тоже необходимо будет снять, чтобы установить туда лампу. Чтобы снять крепление, его нужно поддеть плоской отверткой за одну из сторон. Готово! Теперь можно аккуратно вытащить отражатель из ободка. Отражатель удерживает линзу с помощью небольших ушек по периметру. Их нужно разогнуть для того, чтобы освободить стекло. В старых фарах они обычно ржавые, поэтому будьте аккуратны, чтобы не сломать их. Осторожно отделите линзу от отражателя, чтобы не повредить детали. Теперь можно установить патрон под лампу. Я взял патрон E14 под светодиодную лампу. Габариты патрона отлично подходят для этого отражателя. Для начала отсоединим заднюю часть патрона, она нам не нужна. Далее с помощью двух колец устанавливаем патрон в отражатель. Можно отрегулировать также глубину посадки патрона для того, чтобы лампочка не упиралась в стекло фары. Далее все хорошенько затягиваем. Теперь надо убедиться, что внутренняя часть цоколя не упирается в спидометр. Как говорится, 7 раз отмерь. Мы видим, что по периметру фары у нас ровный зазор и все отлично прилегает. Теперь надо будет еще раз разобрать фару для того, чтобы установить туда лампу. Я использую светодиодную лампу Гаусс на 4,5 Вт и цветовой температурой 2700 кельвинов. Расположение светодиодов внутри лампы напоминает нить накаливания, что будет очень красиво смотреться. Вставляем лампу в патрон и собираем все заново. При сборке главное правильно установить стекло в отражателе. Для этого на стекле есть специальная метка вверх, а на отражателе есть выступы, которые надо совместить с этими метками. Такая же метка есть и на ободке, чтобы правильно установить линзу. Устанавливаем крепеж отражателя. Теперь соединяем ободок с корпусом. Смотрится шикарно. Ну что ж, пора заняться электрикой. Здесь очень простая схема цепи. Два контакта, один из которых прерывает тумблер. Я специально подобрал тумблер такого размера, чтобы он помещался в заводское отверстие ключа зажигания. Зачищаем провода, подсоединяем их к тумблеру и цоколю. Вуаля! Далее протягиваем провод через корпус фары, а для того, чтобы он не выпал, завязываем на нем узел. Далее соединяем провода вместе и проверяем, чтобы все работало. Легким движением собираем фару. Теперь я изготовлю кронштейн фары. Для этого мне понадобятся болты 8 на 25 под шестигранник и алюминиевая рейка 45 на 2,5 см. В рейке я просверлил 3 отверстия и загнул ее дугообразной формой. Далее прикрутил все это к фаре и получился отличный кронштейн. У меня уже была приготовлена тренога для данного проекта, поэтому мне не пришлось изготавливать ее с нуля. Но о том, как изготовить такую треногу самому, я расскажу в одном из следующих видео. И, наконец, финальная часть сборки.
Давайте посмотрим, что же получилось в итоге. Друзья, спасибо огромное за вашу поддержку. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Не забудьте подписаться, поставить лайк. Это очень сильно мотивирует меня делать для вас хорошие видео, а также помогает в развитии канала. Всем пока!